выстреливает. Куда он полетит, непонятно. Милая моя, стерпится, слюбится. Ну ты чё ты даешь такое, вот это себе выдумала? Правильно, конечно же. Быстренько пакуй чемоданы. И с этого дома валить надо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад приветствовать на своем канале. Добро пожаловать. Ну что, давайте знакомиться с нашим сегодняшним арканом. Это 8 кубков. Одна из самых малоприятных карт, как считают традиционные тарологи. Так ли это? Так ли эта карта на самом деле печальна? Как она выглядит, во всяком случае, в классике. Но мы сегодня с вами будем больше внимания уделять, конечно же, разбору карты из колоды Гюстава Дере. Но сперва обратите внимание на гравюру, которую компания Лос Карабайо позаимствовала для того, чтобы сделать эту карту. Сходство между этими картами налицо. Классика и сегодняшняя наша карта. Обратите внимание, и там есть некий персонаж, который уходит. Ключевой момент, который сразу я хочу сказать, чтобы вы его запомнили. Этот человек не столько уходит куда-то, сколько от чего-то. Не куда-то он идет. Нет у него пока еще, может быть, конкретного пункта назначения и цели. Цель его простая – уйти. В виде цитаты к сегодняшней лекции я бы хотел вам прочесть следующий небольшой диалог. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «А куда ты хочешь попасть?» – ответил кот. «Мне все равно», – сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти», – заметил кот. Да, вы догадались, что это небольшой диалог, который состоялся между Алисой и тем самым знаменитым котом. Почему я взял эти слова? Потому что Алисе все равно было куда идти. Ей хотелось просто уйти с этого места. Вот такое простое естественное желание. Я также хотел бы вам сказать о том, что наши карты все поделены на 4 масти. 2 из них, они представлены мужской энергией, а 2 иных – женской. Огонь и мечи, то есть жезлы и мечи – это у нас мужская энергия янь, а инь – женская энергия – это кубки и пентакли. Я хотел сказать, что мужская энергия – она является движущей силой. Появляется или мысль, или некий импульс в виде огня, который движет мужчину вперед. А женская мягкая энергия работает несколько по-другому. Она скорее инертна. Что-то должно случиться для того, чтобы мужская энергетика начала работать. Это как капля воды, дождя, упавшая с неба в лужу, пускает концентрические круги, заставляя воду шевелиться. Так и вода, она более инертна. И эта карта очень хорошо отражает данную суть воды, данный ее аспект. Вода не столько сама нацелена на то, чтобы что-то предпринимать, сколько скорее готова реагировать на происходящее. А вот что это может быть? Уже внешние обстоятельства, какие-то внутренние порывы. Будем с вами сегодня полнее погружаться и разбираться. Как всегда, я вам предлагаю свой метод подачи информации, который заключается в том, что я создаю, не лично я, в смысле лично я, но с помощью книг, с помощью уже готового образа. Кстати, сегодняшнее название лекции «Ослиная шкура». А почему такое? Потому что это сказка, которую написал Шарль Перро. Я уж точно не помню, возможно, это народная сказка. Но в какой-то момент писатель, он просто записал то, что народом было пересказано из поколения в поколение. Так вот, у нас есть образ, у нас есть целая история вокруг этой карты. И, конечно же, имеет смысл нам воспользоваться этим шансом для того, чтобы расширить свои границы, расширить пределы классической карты.
Забегая наперед, я хочу сказать, что абсолютно не противоречит карта из колоды Гюстава Дере классическому пониманию. Поэтому я предлагаю, пользуясь своим методом, погрузить вас полнее и глубже в саму эту карту, в историю, для того, чтобы у вас сформировался в голове мощный образ, архетипичный, для того, чтобы даже когда вы будете пользоваться только классической колодой, вытащив ее, вы вспомните: о, а это же девушка из ослиной шкуры. Для того, чтобы не читать вам всю книгу, я хотел бы рассказать небольшую предысторию самой сказки. В каком-то дальнем-дальнем королевстве жила замечательная семья. Король, королева, у них также была дочь. И все это королевство, оно было просто образцом, с какой стороны ни возьми. Враги боялись и уважали, друзья всячески помогали, никто не завидовал. И королевство процветало, и слуги, и придворные все так любили короля, они отдавали себя всего служению для королевства. И король вел себя подобным образом с своими подчиненными. И королева. Они процветали, они благоденствовали. Но однажды случилась беда. Королева ужасно заболела. Смертельно заболела. И, находясь на смертном ложе, она позвала к себе своего мужа и, собрав последние силы, приподнявшись на локотках, говорит: «Дорогой, я знаю, что я скоро умру. И, конечно же, ты возьмешь другую себе жену после меня». Он тут же и стал закрывать рот, говорит: «Нет, не говори ничего такого, я никогда никого не полюблю так, как тебя». Она его перебила вежливо и продолжила свой монолог, ссылаясь на то, что когда ты будешь брать себе новую жену, у меня только одна просьба к тебе, одно условие. Пусть она будет красивее и лучше, чем я. Когда она добилась обратной связи от короля, чтобы он дал ей клятву, умерла. Стоит ли говорить, что король очень долго горевал над своей женой, и очень долго министры уговаривали взять себе в жены какую-нибудь из замечательных дам, которых было много в этом королевстве. Но король очень сильно любил свою бывшую жену, свою королеву, его сердце было предано только ей, и он ни на кого не мог смотреть. Министры давили на него чуть ли не каждый день, показывали ему портреты первых красавиц его королевства, он всех их отвергал. Но, вы знаете, вода камень точит. Если постоянно бить в одну точку, чего-то ты добьешься. И вот однажды министры обрадовались, что король хоть немного сдался, и стали каждый день показывать ему портреты самых замечательных красавиц, чтобы по этим портретам король выбрал себе жену. Но король говорил, что умершая королева была лучше, и министры уходили ни с чем. Наконец, самый главный министр пришел однажды к королю и сказал ему: «Король, неужели ваша воспитанница кажется вам и по уму, и по красоте хуже покойной королевы? Она так умна и красива, что лучшей жены вам не найти. Женитесь на ней». Королю показалось, что его молодая воспитанница-принцесса, то есть дочь, и в самом деле лучше и красивее королевы. И, не отказываясь более, он согласился жениться на воспитаннице. Министры и придворные были довольны. Но принцессе это показалось ужасным. Ей вовсе не хотелось стать женой старого короля. Однако король не слушал ее и приказал как можно скорее готовиться к свадьбе. Молодая принцесса была в отчаянии. Она не знала, что ей делать. Наконец, она вспомнила о волшебнице Сирене, своей тетке, и решила посоветоваться с ней. В ту же ночь она отправилась к волшебнице в золотой коляске, запряженной большим старым бараном, который знал все дороги. Волшебница внимательно выслушала рассказ принцессы.
если ты будешь в точности исполнять все, что я прикажу тебе, ничего плохого не случится. Прежде всего, потребуй у короля платье голубое, как небо. Такого платья он не сможет тебе достать». Принцесса поблагодарила волшебницу за совет и вернулась домой. На следующее утро она сказала королю, что до тех пор не согласится выйти за него замуж, пока не получит от него платья голубого, как небо. Король немедленно созвал самых лучших мастеров и приказал им сшить платье голубое, как небо. «Если же вы не угодите принцессе, я прикажу повесить вас всех». На другой же день мастера принесли заказанное платье, и в сравнении с ним сам голубой небесный свод, окруженный золотыми облаками, показался не таким красивым. Получив платье, принцесса не столько обрадовалась, сколько испугалась. Она опять поехала к волшебнице и спросила, что ей теперь делать. Волшебница была очень раздосадована, что замысел ее не удался, и велела принцессе потребовать у короля платье лунного цвета. Король не мог ни в чем отказать принцессе. Он послал за самыми искусными мастерами, какие только были в его королевстве, и таким грозным голосом отдал им приказание, что не прошло и суток, как мастера уже принесли платье. При виде этого прекрасного наряда принцесса загоревала еще сильнее. Волшебница Сирень явилась к принцессе и, узнав о второй неудаче, сказала ей: «И в тот, и в другой раз королю удалось исполнить твою просьбу. Посмотрим-ка, удастся ли ему сделать это теперь, когда ты потребуешь у него платье, блестящее, как солнце. Едва ли ему удастся достать такое платье. Во всяком случае, мы выиграем время». Принцесса согласилась и потребовала от короля такое платье. Король без раздумья отдал все бриллианты и рубины из своей короны, лишь бы платье блестело, как солнце. Поэтому, когда платье принесли и развернули, все сейчас же зажмурили глаза. Оно и вправду блестело, как настоящее солнце. Не радовалась одна принцесса. Она ушла в свою комнату, сказав, что у нее от блеска разболелись глаза, и принялась там горько плакать. Волшебница Сирень была очень опечалена тем, что все ее советы ни к чему не привели. «Ну, теперь, дитя мое, потребуй у короля шкуру его любимого осла. Ее-то он уж наверняка не даст тебе». А надо сказать, что осел, шкуру которого волшебница велела потребовать у короля, был необыкновенный осел. Каждое утро он вместо навоза покрывал свою подстилку блестящими золотыми монетами. Понятно, почему король так любил и берег этого осла. Принцесса обрадовалась. Она была уверена, что король ни за что не согласится убить осла. Она весело побежала к королю и потребовала ослиную шкуру. Король, хотя и удивился такому странному требованию, но не раздумывая, исполнил его. Осла убили, и шкуру его торжественно принесли принцессе. Теперь-то уж она совсем не знала, что ей делать, но тут к ней явилась волшебница Сирень. «Не горюй так сильно, милая, может быть, все к лучшему. Завернись в ослиную шкуру и поскорее уходи из дворца. С собой ты ничего не бери.
Сундук с твоими платьями будет следовать за тобой под землей. Вот тебе моя волшебная палочка. Когда тебе понадобится сундук, ударь палочкой по земле, и он явится перед тобой. Но уходи скорее, немедли!» Принцесса поцеловала волшебницу, натянула на себя мерзкую ослиную шкуру, вымазала лицо сажей, чтобы ее никто не узнал, и вышла из дворца. Исчезновение принцессы произвело большой переполох. Король разослал в погоню за принцессой 1000 всадников и множество пеших стрелков. Но волшебница сделала принцессу невидимой для глаз королевских слуг, поэтому королю пришлось отказаться от напрасных поисков. А принцесса тем временем шла путем дорогою. Она заходила во многие дома и просила взять ее хоть служанкою. Но никто не хотел брать принцессу к себе, потому что в ослиной шкуре она оказалась необыкновенно безобразной. Наконец, она дошла до какого-то большого дома. Хозяйка этого дома согласилась принять бедную принцессу к себе в работницы. Принцесса поблагодарила хозяйку и спросила, что она должна делать. Хозяйка велела ей стирать белье, смотреть за индюшками, пасти овец и чистить свиные корыта. Принцессу поместили на кухне. С первого же дня прислуга стала над ней грубо насмехаться. Однако понемногу к ней привыкли. К тому же работала она очень усердно, и хозяйка не позволяла ее обижать. На этом сказка не заканчивается, но я не хочу продолжать ее дальше читать либо пересказывать, потому что у нас в скором будущем будет вторая карта – 6 жезлов. И там-то мы завершим нашу сказку, потому что она своим изображением описывает то, что происходит в самом конце этой сказки. И, конечно, мы тогда уже свяжем два этих аркана вместе, протянем эту ниточку сквозь всю сказку, все повествование, и картина вам откроется полнее и яснее. Я дочитал лишь до той части, которая нам дает понять суть этого аркана. Что здесь изображено, каково настроение этой самой безымянной принцессы, которая едет на повозке, запряженная этим бараном. Обратите внимание, что для нашей девушки были созданы такие условия, такие внешние обстоятельства, которые не согласовывались с ее внутренним миром и заставили ее уходить. От чего она уходила? С одной стороны, она уходила от тех условий, которые для нее были невыносимы и невыполнимы. А с другой стороны, как на классической карте человек уходит от кубков, которые являются символами хорошей жизни, являются символами благоденствия. Стоит ли говорить о том, что наша принцесса жила во дворце? У нее все было. У нее были прислуги, у нее была комфортная жизнь, у нее были замечательные соседи и окружение. Все было прекрасно и чудесно, пока однажды королю в голову не щелкнуло, моча не ударила ему жениться на собственной дочери. Она уходит из двух вещей. Она уходит от комфорта, от насиженного места, от того привычного образа жизни, который был сформирован у нее в течение длительных лет. А с другой стороны, она уходит еще из патовой ситуации, когда по-другому поступить невозможно. Я для чего это все говорю, для чего я читал эту сказку? Для того, чтобы вы прочувствовали это настроение, чтобы вы поняли, с чем человек сталкивается в этой карте, с каким сердцем он уходит. И я снова и снова буду возвращать вас в течение сегодняшней лекции в это настроение. Я снова и снова буду задавать им вопросы. Я люблю задавать вопросы, потому что я таким образом взываю не только к вашему разуму, я взываю к вашему сердцу.
Я представляю, что вы как будто бы мне отвечаете. Я слышу ваши ответы. Мысленно их представляю. Она знала, куда она идет? Была у нее какая-то конечная цель? Или, может быть, у нее был план? Нет. Ни конечной цели, ни то, куда она идет, никакого плана у нее не было. Весь ее план вначале состоял лишь в том, чтобы пообщаться с ее крестной матушкой, с волшебницей. И именно она ей давала различные советы, надеясь на то, что король придет в себя, и как-то оно все образумится, устаканится. Плана никакого не было. Она уходила в никуда. Здесь задача, как я и сказал в начале нашей лекции, не уйти куда-то, а уйти откуда-то. Стоит ли говорить, что в целом по жизни это не совсем правильная позиция уходить откуда-то? Важно уходить куда-то. Но наша жизнь, она двухполярна. Она состоит и из белого, и из черного, из приятного и плохого. И, конечно, что такая карта может описывать ту ситуацию, которая случилась с нами или с нашими клиентами, даже если мы ее не хотели. Она просто случилась. Вынуждены были уходить. Не знали куда. Этот аркан, он полон решимости, которая граничит с безрассудством. Сейчас расскажу вам историю. У меня есть знакомая девушка, которая, когда была маленькой, совсем маленькой девочкой, ей было лет 8, может быть, 10, однажды она домой принесла хомяка. Поздно вечером, когда ее мама вернулась с работы и узнала о том, что у них дома питомец, она приказала выкинуть его на улицу. Девочка, недолго думая, оделась и вышла. Она ушла из дому, прихватив с собой свою младшую сестру, которая поддержала ее, и этого несчастного хомяка. История закончилась хорошо. С работы еще не вернулся папа. Он их встретил по дороге и вернул всю семью домой. И хомяк остался, и девочками все хорошо. Я эту историю рассказал для того, чтобы привести вам наглядный пример из жизни, что значит, когда ты не идешь куда-то, а ты уходишь откуда-то. Эта девочка маленькая, уходя, она не знала, куда она пойдет. Ей было мало совсем лет, маленькая ростом, но с храбрым сердцем. Схватила хомяка, свою младшую сестру, и «Прощай, мать, ты нам теперь не друг, потому что хомяка хочешь нашего выкинуть на улицу». По вот этой карте стоит также сказать, что нас-то никто не выгонял. И что эту принцессу никто не выгонял, что мою знакомую, которая была маленькой девочкой, никто не выгонял. Были созданы такие условия? Да, другое. Но решение было принято самостоятельно об уходе. Эта карта в том числе и активных действий, что не очень-то типично для кубков. Я уже говорил, почему не типично, потому что это не огонь, это не мечи. Здесь нет движения вперед, как завоевание, как победа некая. Это скорее инертное что-то. Инертное может быть в двух случаях в кубках. Либо от большой радости, эгэгэй, тройка кубков, давайте веселиться и танцевать, ноги таки просятся в пляс. Или глубокие какие-то негативные эмоции, которые заставляют, как по 8 кубков, уходить. Принимать решение. Больное сердцу, уходить из комфортной жизни. Маленькая девочка, на секундочку, ушла в неизвестность. Она никогда так раньше не делала, это было первый раз. Она не шла к своей тете, не шла к бабушке. Она просто ушла. Не куда-то, а откуда-то. И, наверное, устану вам сегодня повторять, что эта карта не уход куда-то, это уход от чего-то. И вот это вот настроение, вот эта двойственность, с одной стороны, ты полон решимости в прямой карте уйти, а с другой стороны, непонимание того, а куда ты идешь. Ты просто хочешь уйти. Тяжесть прощания, давайте полнее уже разбирать эту карту. Тяжесть прощания заключается в двух моментах. Мы должны покинуть то, что нам дорого, и не знаем, что нас ожидает. Вспоминаем нашу принцессу. Еще раз говорю, она покидает свой дворец,
Это была очень комфортная жизнь, не в пример той, где она оказалась впоследствии, когда ей пришлось пасти гусей, индюков и даже мыть свиные корыта, спать на кухне. И прислуга к ней относилась недоброжелательно, считая ее страшной уродиной, которая была вечно вымазана сажей, от которой противно воняло, и она носила какую-то на себе мерзкую ослиную шкуру. Ушла из очень комфортных условий. Человек уходит из привычных условий. Это трудно. А второй момент, он не понимает, куда он идет. И вот это сочетание, вот эта вот двойственность и порождает с одной стороны. Вот я так хочу, чтобы прочувствовали вот этот вот депресснячок такой. С одной стороны, вот эта тяжесть, грусть, тоску, а с другой стороны, облегчение. Облегчение она испытала, потому что дело ее было правое. Она не хотела выходить замуж за собственного отца, который тем более еще и стариком был. Негоже молодой девушке жениться, пусть и на короле, но который является твоим отцом и в 3 раза или 2 старше, чем ты. Неприемлемо было это для нее. Поэтому чувство того, что ты поступаешь правильно, что так надо, может быть под коркой мозга, в конце концов, кубки — это вода, это эмоции. Ты ощущаешь, что так правильно, что так надо сделать. Совесть тебе твоя подсказывает. И ты покидаешь комфортные условия. Эмоционально довольно сложная карта. Я вот попытался описать эту гамму чувств, которая возникает в этой карте. В который раз хочу напомнить, что карта Таро — инструмент гадательный, эмоциональный, не столько логический, сколько его нужно прочувствовать, нужно эмпатически понять эту карту абстрактно вначале, а потом ее в конкретной ситуации с человеком, который к вам обращается, и эта карта выпадает в раскладе. Выслушав внимательный человека, вы можете проникнуться и понять, что он ощущает в такой момент. Он может себя чувствовать как эта принцесса, как моя маленькая знакомая, которая в охапку схватила хомяка и побежала на улицу. Неведомое и непредсказуемое будущее может восприниматься как таящая угрозу. Неизвестно, куда ты выходишь в темную ночь. Ты идешь, а что там тебя ждет, непонятно. Ты покидаешь пределы дворца, ты покидаешь какие-то комфортные условия существования твоей жизни. И что будет дальше? Лес какой-то темный. Сколько она шла километров, десятков километров, пока она не оказалась в соседнем государстве. Я уже неоднократно вам говорил, что в каждой карте обращайте внимание на ряд факторов, которые, когда вы возьмете их за правило, помогут вам почти любую карту достаточно широко раскрыть. Первое. Обращаем мы внимание на то, как это проигрывается внутри и снаружи. То есть это какая-то внешняя ситуация, это внешние обстоятельства или больше наш внутренний какой-то порыв. Мы видим в случае с нашей принцессой, что это внешние обстоятельства, что такие были созданы условия в семейном их гнездышке, что она была вынуждена бежать оттуда. Может быть и внутреннем, когда человек ощущает, понимает, что надо бежать. Стоит ли говорить, что эта карта в случае с нашей принцессой отыгралась в 2 вариантах, да? В начале, когда были созданы такие условия, и она понимала, что надо бежать, а потом, когда она это сделала буквально, уйдя из таких отношений, мягко говоря. До и после. Вспоминаем, какая карта была до, какая будет следующая. 7 пентаклей, 7 кубков. Мы с вами уже разбирали эту карту. Это карта иллюзий, карта заблуждений. В колоде Гюстава Дере это была карта, связанная с азартными играми. Помните? 4, иди ко мне, 6 мой. Вот эти вот игральные кости, которые люди выбрасывают в момент азартной игры, и у них создается иллюзорный мир относительно того, что они могут сорвать большой куш, джекпот и получить кучу всего, а в итоге мы знаем, что азартные игры приводят, мало того, что к зависимости, очень часто приводят не просто к банкротству, а к полному разгрому жизни у человека. Так вот, та 7
кубков, которая была перед этим, очень эмоционально напряженная карта. Это множество выбора может быть. Это неспособность выбрать что-то одно из этого множества. Это может быть и самообман, и самозаблуждение, когда человек витает в иллюзиях. Это карта ухода. Можно сказать даже в какой-то момент, что это карта прозрения. И если вернуться чуть-чуть в предысторию, то в какой-то момент в семье нашей принцессы случилась 7 кубков, когда она думала, что ее отец замечательный, прекрасный человек, что он в конце концов, например, найдет себе новую жену, если уж так надо ему, для каких-то дел королевских эта жена. Или, может быть, и так будет жить сам один без нее. А в какой-то момент эти ее иллюзии, они развеялись, когда он к ней пришел и сказал, что ты будешь, дочь моя, моей женой. В один момент у нее эта 7 кубков разлетелась и улетучилась. И она оказалась на пороге 8, когда нужно принимать выбор, решение, уходить или остаться. Это была карта до. А после мы тоже разбирали 9 кубков. Замечательная карта, на которой у нас был изображен не то Гаргантюа, не то Пантагрюэль, с такой довольной большой ряхой, который поглощал большое количество еды. И он был символом того, что благо спускаются на этого человека. И он в правильном понимании пропускает их сквозь себя, отдавая окружающим. И сам насыщается, и другим отдает. Человек, по логике, уходит из этой 8 в 9, он туда стремится. У него развеялись сомнения, иллюзия по 7. Сейчас он в процессе, он уходит, чтобы вот эта картинка, так нестройно выстроенные вот эти вот кубки, чтобы они... Не хватает одного какого-то кубка, да, чтобы он здесь добавился. Тогда будет картина полная, тогда будет все так, как надо. Будет 9 кубков. Статика, динамика. Сама по себе карта статичная или динамичная? Динамика. Налицо динамика. Что здесь, что здесь. Человек идет, человек движется. А если это движение, то мы понимаем, что происходят какие-то перемены. Идет какая-то трансформация, события меняются. Так, как было вчера, сегодня так уже не будет. Для кубков, для воды... Если это не радостные эмоции, как я уже говорил по 3 кубков, если это не пляски, не гулянки, то для кубков движение не очень приятно. И, скорее всего, любое движение в кубках будет восприниматься негативно, потому что кубки любят спокойствие, нужно умиротворение, нужно наслаждение. Как бы там ни было, эта карта динамичная, это карта, которая подразумевает движение. Также обращайте на это внимание. Следующий пункт – буквальное прочтение. Буквально. Человек идет, девушка уезжает. То есть такая карта может прочитаться оракульно, если даже вопрос касается не взаимоотношений, а того, поедет человек или нет, или привезут мне посылку или нашему знакомому или нет, будет какое-то движение или нет, то такая карта говорит, что да, будет. Буквально можно ее прочесть. Здесь человек идет, здесь девушка уезжает. Символика. Эта карта не показывает нам никакой символики. Здесь гравюра, которая изображает девушку. Единственное, что за символику можно принять, это Луну, конечно. Она здесь присутствует. Можно на нее обратить внимание, потому что она также здесь есть. Но классическая уэйтовская карта больше наполнена символикой. Но мы не будем с вами разбирать так полно и подробно уэйтовскую карту, потому что у нас иные задачи на сегодня. Но вы обращайте внимание на символику. На цвет плаща, на количество воды, на скалы, на горы, на то, как построены эти кубки, что они за спиной у человека, а не он идет к ним. То есть вот такие вот все мелкие фишечки, все эти нюансы, просто взяв карту в руку, вы их увидите, вы их поймете и найдете. Просто поразмышляв, позадавав себе вопросы, а почему кубки за спиной? А почему кубки не перед ним? То есть он что? Идет не кубком? Да, он идет не кубком. А что это значит? Что он не знает, куда он идет. Он уходит от кубков.
помните пятерку, да? У него 2 кубка полных за спиной, 3 спереди разлитые. И он что-то видит, чего-то не видит. Символика так и построена. Но давайте не заострять на этом внимание. Масть. Либо зодиак. Масть, кубки, вода. Я уже много раз сегодня акцентировал внимание, что в этой карте это вода. Здесь ее много и в буквальном смысле мы можем увидеть. Но и в целом сама масть кубки подразумевает, что это эмоции, это вода, это что-то глубинное, это что-то, что нужно вычерпывать, нужно доставать, как глубокие воды. Это подсознание, это что-то интуитивное, это что-то, что может не поддаваться логике, разуму, рациональности. По этой карте со стороны многие могли бы сказать: ты что, дурочка какая-то, что ли? Уходить из дворца? Куда? Акстись, Господь с тобой, ты что? Милая моя, стерпится, слюбится, ну ты чё ты даешь такое, вот это себе выдумала? Фух, было бы из-за чего вот это беспокоиться. Сыпи зубы и под венец иди. Логика некоторых людей могла бы сказать об этом. Потому что человек уходит в никуда, у него нет плана, у него нет конечной цели и пункта назначения. Эмоции, они такие, да. Либо мы дико радуемся, либо мы дико огорчены и опечалены и уходим по этим эмоциям. Куда-то, куда непонятно, но куда-то уходим. Зодиак. В нашем случае, в продолжении предыдущих лекций, которые были вот совсем рядышком, это у нас аркан смерть, это аркан умеренность. Это у нас все 8-й зодиакальный дом. Это у нас все будет смена эгрегора, да, вот и резкая перемена одного и другого. Это трансформация, это отмирание чего-то старого, ненужного, и постепенная трансформация и переход во что-то приятное. Это перерождение гусеницы в бабочку. Так вот, 8 в большей мере отождествляется с арканом смерть, чем с арканом умеренность, хотя оба относятся к зодиакальному дому под номером 8. Сатурн. Мы о нем сегодня вкратце поговорим, по-моему, где-то он будет мелькать. Конкретно на этой карте еще можно обратить внимание на число 8. Само по себе 8, люмниската, принцип, символ бесконечности, Уроборос, змея, кусающая сама себя за хвост, которая и пожирает себя, и рождает заново. Это символ рождения и смерти. 8, 8-й дом, смерть и рождение, трансформация, перемены. Вся наша планета, вся известная нашим ученым Вселенная построена по принципу того, что что-то рождается, образно говоря, что-то умирает. Но на самом деле ничего не рождается и не умирает. Все меняется, все перетекает из одного в другое. Вспомните 2 пентаклей. Она там так еще символически изображена, когда у человека есть 2 физические реальности, в левой и в правой руке. И 8 так нарисована, что когда ты то, что в правой руке, переложишь в левую, то непременно то, что в левой, переложишь в правую. Если у тебя в правой жизнь, а в левой смерть, то ты можешь их только менять местами. Иного не дано. Поэтому не зря там вот эта 8, которая их связывает. Цифра 8 иногда нумерология очень тоже хорошо помогает. Она дает вам подсказать, что это трансформация, это перерождение. И в этой карте еще стоит обратить также внимание на алхимию. Мы алхимию с вами затрагивали в карте умеренность, в аркане умеренность, а это тоже 8-й дом. Обратите внимание на вот этот символ Луны. Да, можно сказать, что здесь несколько фаз Луны показано. Луна убывающая, Луна полная, но также это может быть соединение Луны и Солнца. И тогда намек на алхимию, на божественное делание, на алхимическую свадьбу, на соединение мужского Солнца и женского Луны, объединение их в одно что-то единое целое. Принцип перерождения и трансформации, соединения чего-то также здесь может присутствовать. Поэтому обращайте внимание на вот эти вот пункты. Внутри и снаружи, до, после, статика, динамика,
буквальное прочтение, символика, какая здесь мазь, либо знак зодиака, на нумерологию. Обращайте внимание, пожалуйста. Давайте поговорим, как эта карта может проигрываться в саморазвитии и что она вообще в целом означает, когда она выпадает на нас или на наших клиентов, на кого смотрим, как то, что человек должен прокачать в себе, развить в себе, или как сигнификатор человека, как она его показывает. Этой карте присущих два идущих рука об руку настроения. С одной стороны, это вялость, опустошенность, усталость, как у нашей принцессы. Такое было мрачное состояние, когда она каждый раз узнавала о том, что ее отец сделал очередное платье. А с другой стороны, активность, уход, хоть и печальный. Такое двойное настроение, двойное чувство. Стоит ли говорить, что в этот момент аркан описывает смешанные чувства? Печаль и не то радость, не то надежда. Радость, надежда от чего? От того, что ты поступаешь правильно. От того, что найден выход. Какой-никакой, но выход. Плана нет, цели нет. Ты не понимаешь, куда ты и к чему ты придешь, но выход видишь. С чем бы таким простым сравнить? С вишневой косточкой. Сейчас как раз сезон. Вы когда съедаете вишню, можно так смачно пульнуть в кого-то косточкой, так хорошенько сдавив между указательным и большим пальцем. От большого давления, которое создается на косточку, она просто выстреливает куда-то. Куда-то. Из-за большого давления. В общем-то и ветер также создается из-за разницы между высоким давлением и низким. Воздух устремляется из зоны высокого давления в зону низкого давления. Из того, где воздух очень сжат, туда, где он разряжен. Это 8 кубков. Создается такое давление, что человек, как эта вишневая косточка, пиу, он выстреливает. Куда он полетит, непонятно. В хорошее он попадет или в плохое, в глаз соседу, или куда-нибудь просто на асфальт упадет. Вот отсюда надежда, отсюда вот это вот ощущение того, что фух, я вырвался. Ну а грусть, печаль, тоска, понятно почему, да? Потому что в целом некомфортно тебе уходить отсюда, где ты сейчас был, может быть, долгое время, когда все уже так срослось, так оно слепилось, склеилось между собой. Разрывать очень больно. Это также отказ от старого по этой карте. От старого, отжившего, например, себя мировоззрения. Может быть, как результат столкновения двух внутренних точек зрения. Не обязательно, чтобы кто-то в виде короля начал оказывать на нас давление в виде внешних обстоятельств. Человек может узнать что-то, получить какую-то информацию, которая внутри у него начинает процесс, который можно описать 8 кубков. Конечно. Было бы хорошо и правильно, и даже более понятно, когда этот процесс описывает аркан смерть. Вы сразу говорите, так это ж другое дело, сразу понятно, коль смерть и на саморазвитие, то это внутренняя трансформация, внутренние перемены. Так здесь то же самое. Это уход от какой-то точки зрения, которая теперь совершенно не вяжется с тем, что вы узнали новое. Вы получили новые данные, у вас появилась какая-то информация. И не она вас тянет и влечет, да, как магнит. Нет, она вас выталкивает теперь из того, что вы узнали. Теперь вам невыносимо находиться внутри того вашего понимания, того вашего уровня развития. Вы стремитесь оттуда уйти. И стоит ли говорить, что зачастую это не очень приятное и комфортное чувство, потому что есть ощущение, что вы покидаете что-то родное. Как по аркану смерть, что-то должно отмереть в вас. Вы должны с чем-то распрощаться, как теперь уже с ненужным, старым и отжившим себя. И идти куда-то, и двигаться. Терпение, умение сказать «прощай» и отпустить что-то. Кстати, намек еще и на отшельника. Мы еще не разбирали с вами карту «Отшельник», но отшельник у нас –
Это также уход, это также способность отсечь, убрать что-то лишнее, сосредоточиться на чем-то главном. И отшельник – это у нас Сатурн. Сатурн и тема смерти также очень близки. Тема отрезания лишнего и ненужного. Хотя в большей мере мы говорили о том, что Плутон, он приводит в исполнение тот приговор, который еще недавно вынес Сатурн. Но это все очень рядышком, это все тождественные вот такие общие понятия. Нет четкой границы. Иногда между планетами и перетекание происходит плавное. Поэтому тема отшельника, кстати, эта карта очень похожа на отшельника, чисто визуально. Человек с посохом, человек в плаще и также горы. Может быть, не хватает здесь мудрости отшельника, но то, что образ, символика и настроение отшельника, уход, аскеза какая-то, от комфорта отказаться в угоду каким-то высшим идеалам, это присутствует. Это свойственно отшельнику, это свойственно Сатурну. Вынужденность самоограничения. Это тоже по Сатурну, да? Сатурн, который нас ограничивает, который ставит нас в какие-то рамки, который может нас уложить в постель, который может нас посадить на карантин, который может нас уволить с работы для того, чтобы мы сели и задумались, и подумали. Что ты там прыгаешь? Сядь, подумай, как этот банан тебе достать. Внутренняя сила в непричастности к ситуации, то есть что-то происходит, но ты должен найти в себе усилия внутри для того, чтобы от этой ситуации абстрагироваться. Потому что ты либо не в силах будешь на нее повлиять, как вот наша девушка. У нее здесь был шанс только уйти от этого. В первую очередь уйти внутри себя. Что было бы, если бы она не ушла внутри себя? Она бы вышла замуж за короля. Она бы потом могла долго рассказывать о том, что ее заставили, вынудили. У нее не было шансов отказаться. Она, в конце концов, женщина. В Средневековье слово «женщина» ничего не значило. Тогда были очень патриархальные условия, да и вообще у нее особая ситуация. Мама умерла, она еще горе-то не пережила, и так хотела утешить своего отца. Послушалась его, пошла на его уговоры, и ряд здесь причин, вполне объективных и веских, она могла бы привести, дабы оправдать себя. Поэтому в первую очередь это проявление внутренней силы в своей непричастности к ситуации, уход в свой мир. Ее мир заключался в том, что в своем мире она не видела себя женой своего отца, старого короля. Она ушла в свой мир виной, где она видела для себя другое будущее. Вы же знаете, что вначале у человека возникает эмоция, потом мысль, а потом действие. Иногда наоборот. Сначала мысль, потом эмоция, потом действие. Но всегда вначале что-то возникает внутри нас. Мы получили информацию. Как девушка в нашем случае. Она вначале получила информацию через глаза, через уши. Она получила мысль, знание. Потом это превратилось в эмоцию. Почти моментально. И это стало 8 кубков. Она поняла, что ей такая ситуация не нравится, ей хочется уйти. Она хочет сбежать отсюда. И в конце концов это приводит к тому, что она таки сбегает. Сатурн дает проверку на изоляцию и самостоятельность. Он разрушает все ложное. Подобно смерти, которая также разрушает, которая отсекает своей косой то, что должно отмереть. Старые люди умирают для того, чтобы дать жизнь новым. Старые деревья падают и гниют в лесах для того, чтобы дать жизнь новому подлеску. Так устроена наша планета. Мы являемся ее частью. Это неизбежный процесс для всего физического мира. Трансформация, которая происходит внутри человека, построена по такому же принципу. Что-то, что умирает старое, отжившее и ненужное у нас внутри, может дать почву, может дать удобрение для роста новых идей и мыслей, для роста нашего нового «я».
как эта карта может проиграться в карьере, когда она должна отразить какие-то рабочие моменты и процессы, которые происходят, например, у наших клиентов или наших знакомых. Может восприниматься такая карта как совет. А может, как совет в смысле, уходи из этой ситуации. А может отражать атмосферу, которая вынуждает бежать, а куда непонятно. Представьте, что на работе или в виде коллектива, или в виде начальника присутствует тот самый король, который начинает прессовать. И давайте, чтобы вам совсем было уже понятно, мы буквально сравним эти ситуации. Начальник, который домогается свою подчиненную, а ей это совершенно не нравится. И даже дело не в том, что она не замужем, или наоборот замужем, а в том, что это никак не вяжется с ее внутренним пониманием и видением того, как должны выглядеть взаимоотношения между работодателем и подчиненным. И создаются такие условия на работе, что она оттуда бежит. Может как совет восприниматься. Я, кстати, люблю, когда такая карта выпадает в виде предупреждения на будущее, когда человек еще ни сном, ни духом, а вот послушайся совета и все сможешь разрулить наилучшим образом. Косвенно указывает на нездоровый коллектив или условия труда. Почему? Почему косвенно указывает, да? Здесь же нет ни коллектива, карта одного человека явно не коллективная. Но она показывает последствия, которые могут случиться от такого нездорового коллектива или каких-то непонятных условий труда. Когда такое давление создается на человека, как на вишневую косточку, что он как пуля выскочит оттуда. У меня, кстати, был пример, моя первая официальная работа, на которой я продержался ровно 1 день. Мне было тогда 18 лет, я устроился на работу в столярный цех. Я с детства любил работать с деревом, как хобби. Мне нравился запах опилок, вид обрабатываемой древесины. И когда появилась возможность пойти, да еще к своим знакомым в цех по производству мягкой мебели, я с удовольствием согласился. Но те условия труда, которые там были, то полуподвальное помещение, запах клея, с помощью которого склеивали поролон, полиуретан между собой, это полумрак, истории, которые столяра с отрезанными пальцами начали мне рассказывать. Вот это вот все атмосфера, одним словом. Никто мне и слова ничего не сказал. В конце концов, 1 день я смог доработать до вечера, потом зашел в офис к моему знакомому, который являлся директором, руководителем, и говорю, у вас на одного работника меньше. Я понимаю, что сейчас мои слова могли истолковать двояко. Когда человек приходит из столярного цеха и говорит, у вас на одного работника меньше, то явно, что думают о самом худшем. Не о том, что я собираюсь уволиться, а о том, что что-то случилось плохое. В общем, вот такие вот могут быть какие-то условия. Представьте, что я спрашиваю, не я, клиент ваш спрашивает, если я пойду на эту работу, то что она мне принесет? И среди прочих выпадает такая карта. Вот как в моем случае выпала бы такая карта. Было бы понятно, что человек уйдет оттуда, ты уйдешь оттуда. Там такие условия, что они никак не вяжутся либо с твоим мировоззрением, либо с твоим мироощущением. Ты как вишневая косточка, оттуда выскочишь аж бегом. Может сигнализировать также о том, что пора двигаться дальше, что ждет новый проект. Все, уходи отсюда, это уже старое, это уже дела минувших дней. Хватит тебе уже перетирать и мусолить этот проект. Забудь его, закрой его в папочку, завяжи на шнурочек, отправь его в архив, а сам двигайся вперед. Это если мы говорим о том, как может какой-то проект выглядеть, как он будет продвигаться или что там стоит с ним делать. Вы сами знаете лучше меня, что от конкретики вопроса и от правильной его постановки зависит ответ, который мы в конце концов получаем. Поэтому тоже как совет правильно формулируйте свои вопросы. Безнадежное предприятие. Оно сулило много, а на поверку оказалось полной чепухой. То есть, если это какой-то новый проект, новое предприятие, новая ветка развития, новая сфера какая-то,
Такая карта может говорить о том, что это будет бесперспективно. Рано или поздно ты оттуда уйдешь. Перевернутая карта может, мы сейчас дойдем до реверса, но может показывать о том, что ты не хочешь, ты еще зубками, коготками цепляешься, хотя вся ситуация говорит о том, что надо уходить оттуда. Если мы говорим о финансах, о сфере пентаклей, то вот глядя на эту карту, что можно сказать в мире финансов? Здесь важны соседние карты и важен конкретный вопрос, который мы задаем, но в целом это не денежная карта. Когда она выпадает нам на финансы, мы понимаем, что это не про деньги, что здесь не пахнет деньгами, здесь нет дохода. Это карта ухода, это карта каких-то потерь. В конце концов, если мы обратим внимание на классическую карту, человек уходит от полных кубков, которые стоят. А куда он идет? Да, если впереди в будущем лежит туз пентаклей, то можно сказать, что это уход от чего-то в очень перспективное направление. Но в целом и общем эта карта говорит о том, что мы уходим от чего-то в непонятно куда, как-то Алиса. И все равно куда идти. Может говорить о потерях. Если воспринимать эту карту как своевременный совет, то не стоит ввязываться в данный проект. Потому что это будет похоже на покупку-продажу козла. Я думаю, вы все знаете этот анекдот. Купи козла, продай козла. Когда встречаются два знакомых, у одного улыбка до ушей на все 32, а второй как в воду опущенный. И тот, который в воду опущенный, спрашивает: слушай, а что такое? Мы вроде с тобой примерно в одинаковом семейном положении, возраст, здоровье, все у нас с тобой аналогично. А ты такой веселый, ты такой радостный. Смотри, еще погода какая мерзкая, слякоть под ногами. Он ему говорит: ты не представляешь, радость-то дома у меня какая. Козел у меня появился. В смысле, какой козел? Ну, обычный, рогатый козел. Ну, что там тебе объяснять? Ну, такая, в чем-то радость. Так он дома помогает, дети с ним играются, он такой милый и замечательный, он как собака, он отгоняет всех вокруг. Да что говорить, он и жене помогает на огороде. Он так разрекламировал этого козла, что тот, который в воду опущенный, говорит: слушай, ну, тебя-то уже все нормально, ну, смотри, как ты. Продай мне, а? Слушай, ну продай мне этого козла, я тоже себе как-то жизнь налажу. И в итоге он покупает у него этого козла. Стоит ли говорить, что все складывается совершенно иным образом? Этот козел начинает бить посуду на кухне, обижать детей. Он выбивает несколько зубов тещи. Единственная радость для этого мужа была. Но в целом ситуация ужасная. И когда они вдвоем встречаются спустя какое-то время, тот хватается за голову, завидев его только на той стороне улицы. И уже бежит к нему пожалеться о том, как его жизнь стала ужасной и несчастной из-за этого козла. И он говорит ему: продай козла. Вот когда он его продает, наступает эта карта, точнее процесс уже, да, когда он понимает: фух, вот оно, вот этот выход. Да, я еще не знаю, что будет после продажи козла, но само ощущение, что ты его продашь, а с другой стороны, сопряжено ведь и с потерями, да, ты же на него потратился, а теперь ты его еще как-то продать должен, скорее всего, в деньгах потеряешь. В общем, в мире финансов, когда такая карта выпадает на какое-то предприятие, стоит мне инвестировать в эту квартиру, покупать этот автомобиль, заключать эту сделку. Такая карта может говорить о том, что это будет выглядеть в будущем как «купи козла, продай козла». То есть ты намучишься с этим всем, и потом для тебя будет выходом счастливым, когда ты избавишься от этого предприятия. Потеря привычного комфорта как вытекающая из финансового краха. Ну, я уже говорил, обратите внимание на то, что человек уходит от этих кубков. Принцесса уезжает из дома, где у нее было все хорошо. Поэтому, когда мы говорим о финансах, принцесса явно потеряла. Если здесь, может быть, не совсем понятно, как это касается финансов, то здесь очень даже понятно. Кухаркой стала. Живет на кухне, в смысле кухарка, это еще должность нормальная. Нет. Самая низкая у нее была работа. Мыла свиные корыта, пасла гусей и индюков, крутила синим хвосты.
от нее дурно пахло. И о каких деньгах идет речь? Ничего этого у нее нету, поэтому в плане финансов это может быть потеря. Во взаимоотношениях, когда такая карта выпадает на отношения, лучшее, что можно вытащить из этой карты, это как совет. Попытаться сделать так, чтобы закончить эти отношения, которые сейчас есть, на приятной ноте. Нет смысла, как девиз, нет смысла держаться за то, что умерло. Та самая знаменитая фраза «давай останемся с тобой друзьями». Король, ты мне сделал предложение, это меня очень ужасно потрясло, и я задумалась о том, как бы мне избежать из дому. Но давай с тобой расстанемся нормально. Давай, чтобы вот это вот не было все то, что мы прочитали в сказке. Давай разойдемся нормально. Ты своей дорогой, я своей. Мы не будем вместе, как пара. У тебя своя будет жизнь, у меня своя. Это лучшее, что можно вытащить из этой карты. Ну как лучше? Одно из лучших. Могут быть еще и другие значения, сейчас поговорим. Но они скорее такие уже больше индивидуальные. А как сигнификатор отношений на пару, эта карта говорит о том, что можно закончить отношения, которые уже умерли, отжили себя. Они трансформировались, они переросли. И если эта пара не в состоянии по ряду причин их вывести на новый уровень, то стоит остаться друзьями, стоит их закончить вот так. Также может говорить о том, что третий лишний, то есть намек на любовный треугольник, и он должен уйти. Вопрос только в том, кто этим третьим лишним окажется. Это недавно появившаяся любовница или любовник, или кто-то из пары, которая существует уже давно. Но когда присутствует 3 человека, и, предположим, мы делали ранее диагностику, или сейчас она показывает, что есть любовный треугольник, а в будущем карта показывает этот самый уход, то тут тогда надо делать либо отдельный расклад, либо уточняющую карту, дабы понимать, а кто это уходит из этих отношений. Это муж остается с женой, а тот, кто со стороны приклеился, сбоку припеку, он уходит, или это наоборот, жена или муж уходит из таких отношений к любовнице или любовнику. Одним словом, третий лишний во взаимоотношениях при наличии соседних карт или конкретного вопроса может показывать. Решительный шаг в новое, неизвестное, в никуда. Да, вот по этой карте это хорошо запоминается. Там прям взаимоотношения, которые назревают как любовные между старым королем и молодой принцессой, и она уходит в решительное никуда, не зная для чего, дабы убежать от этих отношений. Но куда конкретно? А никуда, никому. Нет у меня на примете никакого иного принца, к которому я бы сбегала. Я просто убегаю от того, что мне это не нравится. Отказ от привычной комфортной жизни. Потому что так надо. Я так чувствую. Мне так моя совесть подсказывает. Так должно быть. Стоит ли говорить, что это может вызывать удивление как у второй половины, так и, например, у круга знакомых? Чё ты, дура ты какая? Сцепи зубы и молча живи. Вон, смотри, сколько баб вокруг, все как-то живут, а ты одна такая нашлась. Нет, я не такая. Тут человек может ощущать и чувствовать, что надо. Он есть не чуйка, интуиция подсказывает, что нужно уйти из этих отношений. Может указывать, вот мы сейчас опять поговорим с вами о любовном треугольнике, может указывать как выход из треугольника в пользу законного супруга или супруги. Почему? Потому что намек на отшельник нередко воспринимается такая карта, как уход в монастырь, то есть как будто бы отказ от каких-то своих личных амбиций, желаний и предпочтений и соблазнов. Отшельник уходит в горы раньше. Отшельники уходили в кельи, в монастыри, в горы, дабы отказаться от соблазнов и пристрастий этого мира.
это тоже намек на отшельник, это тоже человек, который уходит. И когда мы говорим о взаимоотношениях между близкими людьми, если есть любовный треугольник, соседние карты могут подсказать, что человек, он как бы уходит не из семьи, он уходит от той, либо от того и остается в семье. Да, поначалу сцепив действительно зубы. Да, применима здесь фраза «стерпится, слюбится». И, может быть, человек это воспринимает как свой высший долг теперь. Приверженность семейным ценностям, может быть, есть дети, может быть, есть и ряд иных других факторов, когда человек ведет себя так, как будто бы его ведет Сатурн. Что надо так сделать, надо остаться. Оттуда уйти, а здесь остаться. Ну, в смысле, сюда уйти, да? В данном случае. Хорошо, когда этот аркан сигнифицируется с тем, что отношения реально, то есть формально, окончены. Но когда они еще продолжаются, то тут налицо безнадежность. То есть, когда эта карта, она проигрывается в такой ситуации, как с нашей принцессой, да, когда она в буквальном смысле ушла из дому, ушла из этих отношений, логично, что здесь внутреннее ощущение принцессы и ее внешние действия, они согласованы. Они в балансе, они в гармонии. Но может же быть и наоборот. Может быть такое, что и у нее это было, пока ей шил король этих 3 платья. Она же все это время варилась в этом всем. Она же находилась в дворце, она была под этим прессингом. У нее была внутренняя 8 кубков, но реальной возможности уйти у нее не было. Так вот, хорошо, когда совпадает одно и второе, но так не всегда. Может по факту пара быть вместе, а внутри вот назревает такое ощущение. Причем зачастую у кого-то одного из партнеров. И ему или ей, тут уже не важно, то есть кому-то в этой паре, будто бы чего-то не хватает. Причем чего-то такого незаменимого, важного, как будто бы вот этого одного кубка не хватает, того самого, 9. Жизнь как бы есть, пара это есть, существует, но порывы твои уйти куда-то и получить этот самый недостающий кубок. Вот такое может быть внутреннее ощущение в этой паре. Нет никого конкретного, нет любовника или любовницы, который человек намеревается уходить, или не созданы даже обстоятельства, которые заставляют расстаться. А внутреннее такое что-то, ощущение, чувство, что вот как-то вот вроде все со стороны да, но нет, не хватает кубка, как-то они криво стоят. И желание уйти. Это, кстати, неплохой вариант, потому что неплохой из всех ранее перечисленных, потому что если этот самый кубок можно отыскать внутри пары, не разрывая отношения, а трансформируя их, перейдя на новый уровень, по аркану умеренность в данном случае. Переливание из кубка в кубок, из чаши в чашу. Внешне, формально, как я говорил на предыдущей лекции, отношения не поменялись. Для друзей, для знакомых со стороны вы как были парой, так и остаетесь. Но внутри происходят перемены. Вы что-то там перетираете на кухне за чашечкой кофе или чая. Вы обсуждаете, чего кому не хватает. Может быть, вместе ходите к психологу. Или вытаскиваете наружу тот самый недостающий кубок или ощущение, что его не хватает. Мол, давай вместе искать. Как записано в Библии на одной из страниц, у советующихся мудрость. Люди, которые между собой советуются по любому важному вопросу, среди них мудрость. Что такое мудрость? Умение применить знания на практике. Ты не просто много знаешь, ты не только знаешь, как надо делать, но и делаешь так, как надо. Это и есть мудрость. Она у советующихся. В реверсе, в негативном прочтении или перевернутое значение этой карты,
попытка ухватиться за что-то разрушенное. Это как по аркану смерть. То есть в целом так ситуация назрела. Это как наш король, который может хвататься за эти отношения. Принцесса уже ушла. Она дала тебе понять. Она тебе и сразу дала понять, что я не буду твоей женой. Но он стукнул кулаком по столу, топнул ножкой своей и сказал: «Нет, ты будешь моей женой». И начал ее прессовать и давить. Потом она сбежала, и он на этом не остановился. Он послал 1000 лучников и десятки тысяч солдат, искал ее везде. И если бы не фея и не ослиная шкура, возможно, он бы ее и вернул. Так вот, для короля эта 8, этот уход принцессы был в реверсе. Уход совершился, перемены произошли, а ты, старый болван, цепляешься за эти перемены, которые никак не можешь принять и осознать. Внутри и снаружи, как это может проиграться в негативном прочтении? Вот внешне, со стороны, в обстоятельствах, во внешнем мире все подталкивает, чтобы выйти из ситуации, из отношений, поменять мировоззрение. Но ты не принимаешь это и не берешь эту возможность. Наш король. Для него внешние обстоятельства выстроились таким образом, что эта 8 появилась, а он внутри себя не готов к ней, он ее не принимает. И наоборот, внутри человек готов сбежать, он тот самый отшельник, который бежит в горы, который уходит, сломя голову, а внешняя ситуация не готова. Я уже говорил, пример нашей девушки. Какие-то дни, может быть, недели она находилась в этой ситуации. Когда внутри она была в тот же день готова сбежать. И, возможно, если бы не появившаяся ее крестная тетушка, волшебница, она бы таки сделала. Убежала бы куда-то. И без ослиной шкуры, и без вот этих всех платьев ее золотых, лунных. Убежала бы. Поэтому в реверсе это может так вот проигрываться. Также это может быть преждевременный в негативном прочтении, преждевременный побег из ситуации, но человек не проработал, чтобы это были на самом деле отмирания, как по аркану смерть, чтобы это была трансформация. И стоит ли говорить, что ты будешь постоянно возвращаться, если не с этим партнером, так с другим, если не с этой ситуацией, с этой фирмой, работодателем, так с другим. Поэтому не надо сеять грабли самому себе по пути. Проработай ситуацию, дойди ее до конца, так, чтобы вот этот выход, он был вполне логичным. Если в этой ситуации что-то еще можно вытащить, знаете, есть такие партнеры, которые убегают из пары, как только пахнет какими-то трудностями. Они тут же убегают в поисках того, чтобы найти теперь новую вторую половинку, с которой таких проблем не будет. Замечательное решение, да? Знаете, на что это похоже? Вы купили дом, вы в него вложились, проинвестировали, вы в нем живете. Замечательный, комфортный, удобный. Здесь все есть. Тепло, уют, прохлада, диваны, ковры. Обжитый дом, ну что говорить. В какой-то момент, спустя несколько лет, у этого дома начинает протекать крыша. Что делать? Правильно, конечно же, быстренько пакуй чемоданы и с этого дома валить надо. В новый дом, где крыша не протекает. Ну, так это же очевидно и понятно. Ну, Евгений, это же ясно. Ну, каждый дурак об этом знает, да? Да, каждый дурак так делает. Крышу можно залатать. Можно потратить какое-то время, вызвать мастеров, либо сделать это самостоятельно, но крыша – это не весь дом. Весь дом прекрасный и замечательный. Стоит ли переезжать из него только потому, что протекает крыша, или, может быть, выбито окно, или, может быть, даже где-то просел фундамент, что очень серьезно. И даже такое можно исправить. Так вот, пока ты не перепробуешь все вот эти
шансы. Пока ты не испробуешь все возможности, не спеши уходить из этих отношений. Потому что ты вернешься сюда снова. Почему? Потому что в том новом доме, у которого не протекает крыша, ничего не вечно под этим небом. Через 5 лет там тоже будут какие-то проблемы. Или прорвет трубу, или, как я уже сказал, просядет фундамент, или, что Сатурн тебе прям скажет, крыша опять протечет. Точно то же самое случится. На те же грабли наступишь. Сколько ты таких домов поменяешь? Стоит ли говорить, что это, во-первых, не бесплатно? Если тебе кажется, что поменяв партнера это бесплатно, нет. Ты что-то теряешь при этом. Даже если речь не о деньгах идет, ты теряешь энергии, силу. Вместо того, чтобы приобрести, наоборот, опыт, чтобы приобрести радость, чтобы приобрести прохождение каких-то моментов, которые были в тебе, может быть, негативные, которые нужно было бы проработать, а ты убегаешь из этих отношений. Может быть, очень важно этот момент запомнить и обратить на него внимание, что прежде чем убегать из таких отношений, я не говорю, чтобы, да, здесь явный очевидный случай с принцессой, а когда можно что-то все-таки еще сделать, как-то по-другому подойти, посмотреть на эти отношения, попытать все возможные варианты. И только потом, когда все уже испробовано, и вы понимаете, что да, это умерло, нет здесь жизни в этих отношениях, все, надо уходить, иного нет варианта. Но это вам действительно даст тогда возможность уйти в новые отношения, где не будет повторения ошибок прошлого, потому что вы проработали эти уроки, вы крышу залатали. Там дело не в крыше, да. Просто в целом дом этот, ему уже 150 лет, и изначально, когда он покупался, он был там, куда мои глаза смотрели, не знаю. Пьяная была, да, когда этот дом покупался. Вот такая карта на сегодня, необычная и интересная. Продолжение темы аркана смерть, продолжение темы умеренности, продолжение двойки жезлов, кстати, помните, тоже у нас по Плутону она проигрывалась. Была там та самая двойственность, такая потеря энергии, апатия, она сродни этой карты, когда ничего не хочется, и ты не понимаешь, что и куда. Но в отличие от двойки жезлов, эта карта предполагает активные действия. Выход. Я желаю, чтобы у вас эта карта, когда выпадает для вас или для ваших клиентов, она отыгрывалась самым позитивным образом. Или в виде своевременного совета, предупреждения. Не ходи туда, там тебя ждет болото, оно тебя засосет, оно вымотает тебя, вытащит из тебя все соки и силы, и потом ты, продал этого козла, чтобы такого не было. А если уже что-то есть в отношениях, может быть, с близким партнером или с работодателем, не спеши уходить. Возможно, там есть еще пару вариантов, как можно проработать. Вытащите наружу это, обсудите, обговорите. Дай понять, не намеками, а конкретно тому человеку, что чего ты хочешь. Поговори. Может быть, там есть шансы и варианты. Желаю, чтобы эта карта находила только положительные, позитивные отклики в ваших сердцах и в работе с вашими клиентами. Большое спасибо за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что пишете свои комментарии, ставите лайки. Мне это очень приятно. Это стимулирует меня на то, чтобы я выпускал, снимал дальше. До свидания.